преодолели границу. Что я же заплатила экран. О, другое дело. Вот, остановились на трассе. Прийти в себя. Немножко перекусить. Тем, что у нас не отняли на границе. Мы особо не пытались найти, на самом деле. Очень интересная консерва. Кстати. По-русски не помню. Ну, для тех, кто не читает. Форель с гречкой. Выглядит не очень, но вкусняшка. Бутербродица. Сюда бы еще базилика. И вообще. Что? Вот по Италии наездилась. Излишки. Итальянские излишки. В общем-то, вот так вот. Питаемся. Лезть можно? Ехали, хотели развернуться. И тут жуткие звуки. Оказалось, что мы насели на трубу какую-то металлическую. Видимо, старых ворот. Нет, старых ворот, вкопанные в бетон. И все, и засели. Засели просто. И, в общем, думали, что просто буксуем, а оказалось, что мы на ней сидим. Защиты Картера. Хорошо, что есть защита Картера. Да, была бы защита Картера, Картера бы не было. А то бы Картера не было просто, да. И слава богу, блин, ребята попались очень душевные, вытащили нас. Просто какими-то неимоверными усилиями. И, в общем, все мы дружно вытащили машину. Раз. Давай, Раз. давай. Раз. Хорошо, стоп. Машину бери. Это называется, как мы толкаем, а я люблю военных, красивых, здоровенных. Еще люблю крутых и самых деловых. Что? Я им песенку спел русскую. Про военных, здоровенных. Так, давай медленно. Так же само. Прямо и медленно. Хорошо, еще давай. Давай. Так, давай. Поехали. Воу! И наконец-то Здорово же, едем правда? спать! Уже пошли вторые сутки. Очень хочется спать. Ну, вернее, сейчас уже не хочется. Перехотелось. Уже не хочется. Я готов ехать дальше. Ну, в общем, Поехали. и все, прямо сразу в Калининград. Не заезжай в Ригу. Ну, я нафиг. Нет, ну в Ригу надо будет заехать завтра. Очень надо поспать. Вот, ребятам респект, уважуха. Из леса нашу машину помогли вытащить владельцы гостиницы, которую мы забронировали по дороге. Они приложили действительно много сил, чтобы нам помочь. Мы потратили на это где-то 3 часа. Ребята оказались очень радушными хозяевами. Накормили нас, угостили вкусной настойкой. Мы очень душевно пообщались. В общем, почувствовали мы себя после ночных приключений как дома. Уставшие и довольные, мы уснули как убитые до самого утра. Спали мы сегодня в трейлере. Просто с пирамидой. О, Экскурсию хочешь? да. У нас, правда, бардак здесь. И вот гостиная такая, очень большая. Такая гостиная, правда, Больше очень, всех спали вместе взяты. очень низкие потолки, но да, зато гостиная огонь. Кухонка. Вот. Самое интересное, конечно, комнаты. Такая вот одна аж на двоих. Вот это вход второй. Спаленка. Диванчик. Все такое няшненькое, все такое миленькое. Вот, даже душ есть. Несколько тысяч этого ремонта. Ну как вы, дорогие? Вы знаете, прям
Рай какой-то, выходишь. А я тебе что говорил? Слушай, вот рай делать, работаешь в государственных органах, бери меня на работу, организуем там. Придется переехать. Я, слава богу, мне тут, как этот переворот был в 90-м году, да, блядь, не гражданин, никто. Ага, проблема, да, такая. А потом, ну, знакомые были, ты видишь, какой я человек, я не хитровыебанный, так откровенно говорю, что думаю, то говорю. Давным-давно поселился латышский народ на берегу Балтийского моря. Море свое латыши называют янтарным, потому что в бурю выбрасывает оно из своих глубин медовые слитки янтаря. А еще богата Латвия озерами и реками. Все реки текут в Янтарное море. Самая большая из них – Даугава. Мотор! Выехали мы из гостиницы минут 20 назад. Заехали уже в Ригу. Очень тепло попрощались с представителями гостиницы. Директора самого главного звали Костя. Костя. И с ним работало 2 человека. Айвис и Оскар. На самом деле великолепный сервис. Правда, в домике... Ну, правду же надо сказать. Ну, хорошие, ладно, хорошие номера во французском стиле. Вот, они прям искренние такие к гостям, очень приветливые. Угостили нас вчера домашним алкоголем каким-то. Даже салом. Да. Даже каким-то салом, да. Вроде самогонки, типа водки, плюс там были какие-то коренья, травы. Там розовые лепестки были. Лепестки чайного дерева. Розовые лепестки. После 2 рюмок стало тепло. Теплее. Еще теплее, еще Да. уютнее. Душевные, Начали душевные. говорить опять на крыльце о политике. Да, да, за Путина там зашло. Расскажите про пирамиду немного, ребят. Дим. Ну, значит, Костя, приверженец оккультных Мгм. Что охотно? Практик. оккультных практик. Эзотерических. Эзотерических. Исторических. Да, сори, не то слово. Построил пирамиду у себя на участке в гостинице по формулам, взятым из древнеегипетских трактатов, которые аккумулируют внутри себя энергию, и человек заряжается. Он постоянно говорил, что у него стоит член, И лезвие не тут. и лезвие не тупится, или хорошо заряжается. Ребят, тут проблема. Все понятно. А здесь какой-то городской праздник. О, смотри, там ярмарка.
Что за конкурс выиграли, рассказывайте. Тыкву держала, минуту. Надо было минуту держать тыкву на вытянутых На высунутых руках. И тебе дали И овощей, мне дали да? овощей, да. В Калининграде порадуются. А то. Если вывести можно. В общем, есть две вероятные легенды. Это единственные ворота, оставшиеся после шведского правления. Вот там где-то жил палач. В этом доме над воротами? Да, над воротами где-то там жил-поживал. И перед тем, как ему нужно было снести кому-нибудь голову, он выставлял на окно цветок. Предположительно розу, ну просто цветок. И по легенде говорят, что перед тем, как казнить кого-то. Ну и другая легенда, более красивая, романтичная, в которой рассказывается, что у него была девушка, которая ему очень нравилась, но она была латышка. И, соответственно, вот решили шведы, как это нельзя было быть вместе, было запрещено, поэтому на задание другим девушку взяли и замуровали в стене. И говорят, что иногда можно услышать ее плач. Ну вот якобы для нее он поставлял эти цветы. Ничего себе. Понятно. Магазинчик называется Black Magic. Надо зайти посмотреть, что там. Какие-то вкусные шоколадки. Бальзам. Уже минут 5 едем по брусчатке. А ты разгонись чуть-чуть, чтобы там... Бедная машина.